Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами по средам с Костем Бондаренко. Он на связи. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, Добрый очень вечер. Насыщенный сегодняшний день. Значит, прошел вот этот вот саммит телефонной конференции Мерц и другие лидеры Европы, там Макрон тоже делал заявление, Зеленский прям в Германии включался, из Германии включался, Трамп, все акторы вышли в прессу и назаявляли, чего же ждать, собственно, от Аляски и встречи Трампа и Путина. И такое ощущение складывается, что уже встречаться, в принципе, можно не встречаться. Обо всем по порядку. Как всегда, я всех призываю поставить лайк, подписаться на Костя Бондаренко в Телеграм и на YouTube. QR-код, который видите возле меня на экране, это возможность задать вопрос по нему, по QR-коду. Будем начинать сессию ответов на вопросы в конце нашего сегодняшнего эфира. Также вопросы принимаются в закрытом клубе Telegram-канал «Шелест», закрытый клуб зрителей, и в сообществе YouTube. И чат трансляции, конечно же, вживую тоже пообщаемся. В общем, опрос нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Он не касается напрямую вот этих всех вещей, о которых будем говорить. Он, знаете, про фольклор, да, про фольклор во время войны. Звучит так. Самая забористая сказка Малюка, на ваш взгляд? Вчера Малюк, глава СБУ, давал очень большое объемное интервью, рассуждал, рассказывал, показывал. Много чего назаявлял. Так вот, самая забористая какая сказка? Покушение на Гордона и о том, что он, как Соловьев, нарубит правду матку. Он спасся после 2 Искандеров. Прям туда, и там 2 Искандера по Малюку. Не берут Искандеры Малюка. Следующий вариант. Белецкий держит почти весь фронт. Если бы не Белецкий, то, собственно, все, да, и и обороны бы не было. И еще один вариант – это аварийный Крымский мост. Ведь это как гордость, как символ. И смотрите, Крымский мост вот еле стоит, потому что такие удары по нем наносились. Константин Петрович, давайте выберите свой вариант, да, а потом наша аудитория проголосует. Меня, конечно, впечатлила история про Искандеры. Понятное дело, Василий Васильевич, у него очень хорошая подготовка физическая, я понимаю. Он видит, летят Искандеры, он увернулся, конечно же, так вот они прилетели мимо. Молодец, конечно. Что касается как раз остальных, они тоже все, конечно, эти заявления одно другого краше. И понимаете, Василию Васильевичу Малюку не дают покоя лавры Кирилла Алексеевича Буданова. Буданов медийное лицо, его все знают, все привыкли к тому, что руководитель одной из украинских спецслужб очень часто появляется на экранах, очень часто что-то вещает, у него растут рейтинги, у него на сегодняшний день, если верить социологическим службам, опять же, если верить социологическим службам, я не случайно эту оговорку делаю, у него 3-й рейтинг на сегодняшний день. А Малюк, как человек, который является членом команды Ермака, он хочет сегодня фактически, во-первых, стать тоже говорящей головой, он тоже хочет быть ньюсмейкером, он тоже хочет быть человеком, который постоянно попадает в экран, и я это называю комплексом Фрекенбок. Хочу попасть в телевизор, знаете, так. И главное, он хочет сейчас еще, кроме всего прочего, создать именно свою гвардию, Белецкий, например. Почему он такое внимание Белецкому? Потому что Белецкий должен стать одним из выразителей настроений военных, чтобы не дать голоса Залужному, не дать голоса Буданову и другим. Белецкий. Белецкий контролируемый, Белецкий прогнозируемый, Белецкий свой. Будем поддерживать Белецкого. Поэтому Белецкий держит весь фронт. Практически. Кстати, Дмитрий Гордон, он же был постоянно в обойме у Буданова, но теперь его всячески обхаживает и всячески рекламирует, выступает в роли его продюсера Малюк. Тоже очень интересные такие моменты, которые показывают, Погодите, как правда, что в России Соловьев, а в Украине Гордон? Смотрите, я обратил внимание на другое, что сказали, что напротив офиса Гордона стоял автобус.
вот, где сидели там злоумышленники, которые хотели ликвидировать Гордона. Ну, вот. Напротив офиса Гордона, я открою небольшой секрет, находится Киевская синагога на Подоле. Я дальше не буду продолжать. Ну, там же вроде как дагестанцы должны были быть. Нет, я понимаю, что дагестанцы как-то к синагоге не имеют отношения. Нет, ну, в общем, друзья, проголосуйте, пожалуйста, мы в конце выберем самое забористое из рассказов. Ну и там, конечно, еще много было, и пластическая операция, и о том, что операция «Паутина» должна была быть к 9 мая, но все напились, водители, на Пасху, и поэтому в запой ушли, и нужно было на месяц, аж на целый переносить. В общем, там очень много было всего интересного. Там очень много, да, там такое очень... Оно войдет во все анналы, так, значит, это будут его еще изучать очень долго, будем смеяться, понятное дело. Ну и главное, зная внешность главы СБУ, когда он говорит о том, что мы там типа добрые и светлые, да, мы за добро, мы эльфы, условно. Скажу такое. Ну, как бы контрапункт, несочетание одного с другим, да, вот как бы одно накладывается на другое. В общем... Нет, понятное дело, что внешность не обсуждают. Это такой момент, что, понятное дело, иногда за суровой, свирепой внешностью может скрываться доброе и чуткое сердце и так далее. Но, как сказал один из очень близких людей к Владимиру Александровичу Зеленскому, сразу же в день назначения Василия Васильевича Малюка главой СБУ, он сказал: Василий Васильевич, это наша медуза Горгона. Он только посмотрит, сразу все в камень превращается. Да, в общем, проголосуйте по поводу вот этих рассказов, да, этих баек. А теперь давайте о серьезных вещах, которые сегодня происходили. Ну, слушайте, Константин Петрович, в общем, состоялась вот эта встреча по телефону. Правда, как-то вышел из нее Зеленский на брифинг вместе с Мерцем какой-то странный, как-то тяжело ему давались. Почему? В ресурсном состоянии. Он очень часто выходит так странно. Ну, смотрите, ну очень странно. Странно было бы, если бы он вышел такой, как огурчик, там, свеженький и так далее. Вот это было бы странно. А так... А что, он и раньше так не выходил? Ну, точно, это его ресурсное состояние. Ну, в общем, странное ресурсное состояние. И поразительно, что ни на йоту ничего не изменилось. Ну, я имею в виду в заявлениях, в словах. Почему-то о том, что территориальный вопрос может Украиной обсуждаться, говорит Мерц, в то же время поправляя себя, что юридически, конечно, никто ничего не признает, но как бы де-факто почему бы и нет. Хотя какое дело Мерц вообще имеет к юридическому признанию, непризнанию, там, говорит почему-то Мерц о том, что по линии боевого соприкосновения сегодняшней от нее нужно будет плясать. Зеленский опять трехсторонняя встреча, ну и, собственно, продолжает то же самое, все то же самое. Но порадовал, конечно, Трамп, который вышел и, как говорится, навалял с три короба, говорит, значит, последствия будут, если плохой саммит в Аляске будет для России. И вообще он очень хочет быстро провести саммит на троих после успешной Аляски. Ну и, собственно, как бы да, вот Трамп показал, чего он хочет от непосредственно, да, вот этого события года, события века. Как вам кажется, не шибко ли, как это, push the horses многие политики после этой встречи, и какие ее итоги реально можно подвести? Это вообще об Аляске будущей? Нет. Или смотри, о чем-то другом? Дело в том, что Трамп попросту выслушал мнение товарищей. Вот. Но ни Германия, ни Великобритания, ни Франция, ни тем более Украина не имеют влияния на политику Трампа, на его позицию относительно встречи с Путиным. Понятное дело, что основные пункты, основные документы, основные направления встречи на Аляске, они подготовлены. Если бы они не были подготовлены, не было бы самой встречи. Это только, скажем так, профаны от политики могут думать, что вот просто встречаются вот так вот, решили, вот приехал Уитков и сказал, а давайте просто вы встретитесь и там просто обсудите все. Вот. Так не бывает. То есть обычно, когда встречаются первые лица государств, причем сверхдержав, обычно этому предшествует очень тщательная, длительная работа тысяч, без привлечения тысяч людей, вовлеченных в этот процесс.
Они готовят документы, они готовят там разного рода позиции, согласовывают, досогласовывают. Окончательно позиции были согласованы фактически уже во время визита Уиткофа в Москву и в ходе телефонных разговоров, которые были на разных уровнях между Россией и Соединенными Штатами. Теперь первые лица должны фактически расставить точки над «и», вот, расставить запятые в этом документе, условные запятые, и, соответственно, выйти и пожать друг другу руки перед камерой. Если бы не было подготовительной работы, не было бы самой встречи. Вот в чем вопрос. Так что позиция, которую бы выработали там лидеры европейских государств, и позвонили бы Трампу и сказали бы, там, что вот у нас тут появились такие вот инициативы, вот примите их к сведению, Трамп точно сказал, буду представить такое, что Трамп скажет, точно, как я до этого не додумался, точно примем это к сведению, точно, вот я поменяю свою позицию на 180 градусов. Это из грани фантастики. Это первое. Второй момент – это то, что Трамп на сегодняшний день не рассматривает лидеров европейских государств, а тем более лидеров Украины, как субъектных, полноценно субъектных игроков. Вот, несмотря на то, что они действительно продолжают играть важную роль в Европе и в украинском кризисе, он считает, что они потеряли свою субъектность ровно тогда, когда подписали соглашение о тарифах и пошлинах между Соединенными Штатами и Европейским Союзом, после того, как они капитулировали фактически в этом противостоянии, признали, да, мы были неправы, вот, признали новые тарифы и пошлины, и, соответственно, после этого Трамп понял, что с ними можно делать все, что угодно, а их мнением можно просто пренебрегать. Ну и вообще весь телефонный звонок сегодняшней, точнее, видеоконференцию, которая была организована. Вот, я бы, наверное, провел такую историческую параллель. В 1890 году была историческая такая встреча, когда лидеры украинского, галицкого, русинского тогда еще галицкого, русинского движения, вот самые маститые отцы вот, украинского народа галицкого, вот, прибыли к императору Францу Иосифу просить об автономии украинцев, ну, это в то время еще русинами их называли, вот, русинов в Австро-Венгрии. Дать им больше прав, дать им национально-культурную автономию. Вот, они пришли, очень долго рассказывали Францу Иосифу, значит, о всех преимуществах, о всех правах, о том, как они заслужили на эту автономию. Он их очень внимательно, очень любезно выслушал. Вот. Потом пожал каждому руку и сказал «Адью, май либе Герен». Вот. Все. И развернулся и ушел. И они поняли, что на этом разговор закончен. Больше никакой автономии, никаких других разговоров. Трамп сегодня тоже выслушал фактически лидеров европейских государств Зеленского, вот, выслушал, значит, их, вот, улыбнулся им, сказал «Адью, май либе Герен», и фактически тоже убыл на Аляску. Точнее, поехал собирать чемоданы на Аляску. Ну а зачем, подождите, эта фраза, что будут очень серьезные последствия, если Путин не согласится после Аляски прекратить? Ну это все понятное дело, чтобы, да, конечно, вы знаете, мы примем, мы обязательно, вы знаете, есть бюрократические там или же такие политические обороты, которые ни к чему не обязуют. Но которые попросту вот, дают понять, что да, мы приняли к сведению. Но фактически это можно расшифровать «я вас услышу». А зачем Зеленскому это все нужно было в Берлине? Зеленский надеется все-таки на то, он до конца надеется, что Европа останется надежным союзником Украины. Что Нет, если мы потеряем... физически в Берлине. Физически, ну, опять же, Зеленский... понятное дело, сейчас пытается показать, что он является важной политической фигурой именно в европейской жизни. Он играет роль. Вы не забывайте, что Зеленский в первую очередь актер. И комплекс актера доминирует у него именно над политическими какими-то моментами. Ему необходимо отыграть роль. Вот. Он даже иногда сам этого не понимает. Он действует именно в амплуа актера, будучи политиком. Ему необходимо играть вот именно роль Черчилля, как, значит, ему вот определили, сказали, что он новый Черчилль. Вот он дальше продолжает в этом амплуа выступать.
Его позиция о том, что, ну, тоже там, это надо смотреть, как говорится, первоисточники. Я когда, ну, вот, там, выдержки пишут, и нужно же как-то вот, короче, слушать, да. Там, когда слушаешь, вообще по-другому это все воспринимается, но тем не менее, позиция четкая, неизменная, войска отводить не будут. Что сейчас вы можете сказать после уже вот этого совместного европейско-трамповского и зеленского созвона? Из себя представляет обмен территориями, который точно будет. Пока что непонятно, каким будет именно этот обмен. То, что он будет, это однозначно. То, что Зеленский сопротивляется и говорит, что никакого обмена не будет, ну, понятное дело, что он не хочет сейчас выглядеть побежденным. Он не хочет показать, что его склоняют именно к капитуляции. То, что по какой линии будет проходить обмен, что на что будут менять, вот это, я думаю, будет дополнительно изучаться и обсуждаться уже в ходе непосредственной встречи. Стороны просто озвучат свое видение. Тем более, что не только Трамп с Путиным будут встречаться, там будут достаточно большие делегации. Вы почувствовали вот эти, ну, многие аналитики говорят и высказываются и пишут о том, что, ну, вот нотки во время этого созвона работы на срыв вообще этого саммита? Срыв очень хотели организовать, и он работал, работа на срыв шла в том плане, что давайте поставим четкий вопрос о том, что Зеленский тоже должен принимать участие в этом саммите. То есть так, если бы была поставлена задача, если бы так вопрос поставлен был, и если бы Трамп согласился с этим, ну хорошо, раз так, то давайте, это точно был бы срыв. Срыв, потому что оговорен режим встречи вдвоем, Трамп и Путин. Это было оговорено уже ранее. Соответственно, если бы Трамп вдруг в последний момент сказал, вы знаете, а тут у меня появилась новая мысль, у нас встречное предложение, а мы еще третьего, можно я с собой еще Зеленского возьму. Но это точно был бы срыв тогда встречи. Сегодня уже срыв, что бы ни было предложено сегодня, оно точно не пойдет на срыв. Уже. Потому что позиции двух стран определены. Вот, и европейские лидеры не имеют такого веса и такого влияния на Трампа, чтобы поменять сегодня, каким-то образом повлиять на те договоренности, которые существуют на сегодняшний день. Конечно, топ заявлениями после вот этого созвона Аляски, да, с европейскими лидерами были заявления Трампа, но как бы вторым голосом в этом хоре выступил Бессент, который сказал очень глубокомысленную и важную фразу. Если распаковать его заявление, а не хвататься на, ну, как Ермак, например, ухватился, да, и у себя в Телеграме уже вот к вечеру перед нашим эфиром написал, что вот, россияне только делают вид, что не боятся санкций, на самом деле боятся, а мы такие креативные, смотрите, мы там предлагаем и то, и пятое, и десятое, у нас еще много идей, что предложить, ну, как бы Западу, чтобы надавить на Россию. Ну, мол, такой, знаете, генератор санкций, это Ермак со своим Макфолом. Ну, как своим, он американец, ну, бог с ним. Бессент сказал уникальную вещь. Ну, он говорит, а может после Аляски ужесточим, а может и смягчим. И Sky News сегодня очень интересную как бы выдала публикацию о том, что европейские партнеры вообще готовы. И, ну, в общем, после Аляски 15 дней прекращение огня, и если оно продержится дальше, то постепенно по иголочке там, или там, по соломинке будут выдергивать по пушинке из этой подушки санкций, выдергивать санкции и как бы снимать их. Какое-то очень интересное заявление, на это практически никто не обращает внимания. Почему? Но дело в том, что вопрос санкций – это один из вопросов, который пытаются привязать к вопросу Украины, но я думаю, что если ситуация зайдет в тупик, вот если вдруг Зеленский скажет, что мы не будем признавать вот эти договоренности, вот, которые достигнуты, вот, то просто, невзирая на позицию Украины, начнут снимать санкции сами Соединенные Штаты, и некоторые их союзники поэтапно начнут отказываться от санкций. Понятное дело, не от всех сразу. Я не сказал бы, что Россия рассматривает санкции как трагедию.
Россия уже живет в режиме санкций 11 лет. Больше, меньше, там, начиная с Крыма. Начиная с аннексии Крыма и до сегодняшнего дня санкции накапливались, ну еще выйдут санкции. Если бы Запад мог ввести те санкции, которые были бы действительно убийственные для российской экономики, но не трогали бы, не затронули бы интересы Соединенных Штатов, они бы уже давно были бы введены, еще во времена Байдена. Вот. Но есть понимание, что есть определенная емкость этих санкций. То есть санкции имеют определенный предел. И в данной ситуации, ну, уже просто, знаете, страх перед санкциями начинает постепенно уходить. Константин Петрович, ну, будем же откровенны. Как бы тень снятия санкций очень, ну, как бы противоречиво выглядит в публикации Политико о требованиях Украины к Аляске. Там выкатили нормальные такие 5 пунктов. Я думаю, вы ознакомлены. То есть, смотрите, вот, пожалуйста, дайте нам 500 да, миллиардов, 500 либо миллиардов триллион, или да. триллион, ну вот в этом промежутке, да. Вот санкции до выполнения гарантий пускай держатся. То есть никаких территориальных уступок, никто никуда не уходит, все по линии фронта. Ну, в общем, интересное требование. Вопрос только, насколько они соответствуют действительности. Знаете, есть такой старый театральный анекдот. В провинциальный театр прибывает выпускник театрального училища, вот, по распределению, заходит к руководителю этого театра, садится так перед ним, так демонстративно, забрасывает ногу на ногу, говорит: я тут прибыл из столицы, я, наверное, соглашусь работать в вашем театре. Вот, так что, ну, мои условия, райдер записывайте. Значит, вы должны мне выделить квартиру, значит, вы должны оплачивать автомобиль водителя, который будет меня доставлять. Зарплату, ну, я, пожалуй, соглашусь на $10 000 в месяц. Вот, там, и прочее, прочее, прочее. Так что на этих условиях буду работать. Вот. Руководитель поднимает голову и говорит: там, комнату в общежитии мы выделим, говорит, зарплата, говорит, будет там $250, условно говоря. Вот, можешь приступать завтра и начинать с массовки. Он забрасывает так театральный шарф и говорит: ладно, согласен. Вот это приблизительно о 5 пунктах Зеленского. А что будет на поле боя? А это уже вопрос, потому что очень противоречивая информация. Знаете, информация, в том числе военные, с которыми я общаюсь, говорят о том, что катастрофа приближается на отдельных участках. Да, вот вчера они говорили, вчера говорят, что немножко выровнялась ситуация, но позавчера была действительно катастрофическая ситуация, оказалась. Но Генштаб говорил: не, это все нормально, это просто там какие-то там ДРГ, там 5-10 человек проникли в тыл, вот ничего страшного не произошло, мы держим ситуацию под контролем. Я честно не знаю, я не там. Вот, но эта ситуация противоречивая, мне кажется, что действительно сложная. Люди, которым я доверяю, они говорят о сложности, мягко говоря, о сложности ситуации. Не является ли вот эта вот история с резким вклинением в оборону ВСУ на Донбассе, ну, таким ширмой сдачи полностью Донецкой области? Это сразу же возникла идея, сразу же об этом начали говорить, многие начали это говорить, это обсуждать. Но мы посмотрим только по результатам. Это, наверное, только историки смогут оценить, насколько естественным является это вклинение, или же на самом деле Зеленский уже начал под лозунгами «не дадим ни пяди родной земли, не дадим Донбасс», вот начал попросту таким образом как бы имитировать естественность потерь территории. Но не похоже. Он же такой демократичный. Он как перед молодежью вчера выступал. Вы же видели? Говорит, Конечно. И возраст понизим. До 22 лет можно свободно ездить. Правда, на утро выяснилось, что не всем, а тем, кто имеет студенческие заграничные. Ну да ладно. И стипендию поднимем. Ну вообще Ермак говорит: слушайте, мы могли бы военное положение использовать везде, а Зеленский не дает.
Я, в принципе, в таких случаях вспоминаю раннего Пушкина, который еще в лицейские свои времена в известном стихотворении «Ноэль», в сатирическом стихотворении писал «Пора уснуть уж наконец, послушавши, как царь-отец рассказывает сказки». Нет, ну задача же у этого есть какая-то? Все уже о выборах говорят? Задача, во-первых, удержать рейтинги, показать, что он все контролирует, показать, что он не является там тираном, деспотом и так далее, а является человеком, который понимает чаяния и надежды своих собственных граждан и который готов там, к разного рода решениям, демонстрирующим там, то, что он может изменить ситуацию в глазах своих собственных граждан. Давайте еще немножко геополитики. А что вы думаете об этой встрече на троих после Аляски? Опять же, рано говорить об этой встрече на троих, тем более, что первый момент. Вот. Если есть одно условие. Трамп сказал, что если встреча на Аляске пройдет позитивно и конструктивно, то тогда состоится встреча на троих. Это первое. Учитывая то, что очень небольшой разрыв между двумя встречами, фактически неделя, вот, то можно предполагать, что на самом деле основные вопросы уже согласованы и остается фактически, и подготовлена фактически уже и встреча на троих. Где-то там в кулуарах уже подготовлено. Вы об условиях капитуляции? Не знаю, но очень похоже на это. Дело в том, что если бы у Украины, начиная с ноября 2022 года, была хоть одна бы победа существенная победа, которая могла бы изменить ход действий, тогда можно было бы говорить о равноправных переговорах. На сегодняшний день Украина на протяжении почти 2,5 лет постоянно там, проигрывает. День за днем, минимальный проигрыш. Вот, Россия тоже не продвигается слишком глубоко. Россия достаточно медленно продвигается на территории Украины, но относительно Украины это такая себе тактика тысячи порезов. Тысячи мелких поражений, которые выстраиваются в единую картину. Вот. И, соответственно, в данной ситуации, я думаю, что будет просто Соединенные Штаты выступят в роли определенного пресса, который будет оказывать давление на Украину. Вот, хотя изначально будет Трамп пытаться предстать в глазах и западного сообщества в целом, и украинцев как адвокат. Но нынешняя встреча на Аляске, она просто распределит роли между Трампом и Путиным вот, в дальнейшем процессе умиротворения, в том числе умиротворения Украины. Только что Reuters со ссылкой на свои источники говорит, что возможное место встречи Путина, Трампа и Зеленского может быть в Европе или на Ближнем Востоке. Ну, так, мол, источники сообщили. Вообще очень странно, ведь многие говорят, что смысл этой встречи заключается в том, чтобы принять капитуляцию. Нет, прямой капитуляции не будет точно. Подождите, отдельный там генерал Гурулев российский говорит... Все, сейчас на Аляске все случится, и СВО будут заканчивать. То есть я даже немножко прозрел в понедельник, в начале недели, когда на главных новостях России, да, вот говорят, все, СВО заканчивается. То есть, понимаете, нет, это не было как бы ЦУ, вроде как там говорят, это просто творчество такое журналистское на главных новостях в России-1. Но как бы дыма без огня не бывает. То есть россияне уже заканчивают СВО. Конечно. Почему? По какой причине? Я неоднократно на это акцентировал внимание на протяжении всей войны. С точки зрения и Соединенных Штатов, и России не существует отдельного российско-украинского конфликта. Не существует войны, типа как вот была камбоджийская, таиландская война вот недавно, там, или же там других локальных войн. В данной ситуации речь идет о значительно больших масштабах вот, противостояния. Россия изначально говорила, что она воюет не с Украиной, а воюет с Западом. Запад тоже всячески помогал Украине, потому что понимал, что на территории Украины идет противостояние между Западом
коллективным и Россией. Вот. Украина – это только место, вот, территория, на которой происходят определенные боевые действия. Вот. Запад использовал украинцев как мальчика, который достает каштаны из огня. Вот. Запад просто принес Украину в жертву. Западу очень была нужна эта война. Западу было нужно создать ситуацию, при которой вторжение в Украину стало бы, скажем так, не вторжение в Украину стало бы невозможным. То есть, и они этого добились. Они добивались этого очень-очень долгое время. Что касается самой войны, да, боевые действия происходили на территории Украины, деньги, вооружение, там, военные советники, все прочее поставлялись с Запада Украине. Украина предоставляла свою живую силу. Вот. Гибли украинцы, Украина теряла свои территории, но интересы в первую очередь соблюдались западного мира. И Зеленский даже выступал и говорил, да, было несколько выступлений, где он проговорился, да, мы стоим как форпост фактически Запада вот, в войне с Россией. Вот поэтому мы заслужили, чтобы Запад нас принял фактически в свои ряды. Ну, я просто передаю его слова. Потом дальше он сам же говорил, буквально совсем недавно сравнительно, где-то полгода, чуть-чуть больше, чем полгода тому назад, он говорил, что для Соединенных Штатов это же идеальное вложение. Они вкладывают деньги, а мы воюем за их интересы. Наши люди воюют за их интересы, они просто дают деньги. Это же идеально, говорит. Все это вот необходимо принять к сведению, потому что на самом деле вопрос вот этих боевых действий – это вопрос отношений между Западом и Россией. Отношения между Западом и Россией. Сама война началась после того, как были нарушены предварительные договоренности о стратегическом равновесии. То есть были переговоры Россия-НАТО, переговоры закончились тупиком, ничем, и после этого начинаются боевые действия. Что касается нынешней ситуации, значит, Запад и Соединенные Штаты решают вопрос, глобальный вопрос, что все, пора заканчивать это противостояние. Вот. Европейские страны, такие как Франция, Великобритания и Германия, начинают кричать, так подождите, вы там между собой договорились, а мы как? Вот. Мы же тоже как бы были раньше в этом. Им говорят, нет, это была война Байдена. Если вы хотите дальше воевать, значит, вы дальше в команде Байдена. Да? Вот. Кто не с нами, тот против нас. И они так как-то немножко напряглись в этом плане уже сейчас, начали немного думать. А Зеленский дальше продолжает спрашивать, а как же я? Как же Украина? Более того, он боится не столько поражения Украины, боится собственного поражения. Он боится того, что сейчас как бы станет абсолютно неуместной и абсолютно деактуализируется партия войны в Украине. Зачем огромная спасать? партия. Нет, вот смотрите, вот Да. я хочу, чтобы вы попробовали объяснить. Зачем спасать партию войны в Украине? А в том-то и Зачем дело, что никто спасать сейчас... шкуру Зеленского? Вот Так, даже в том-то и сейчас дело. распространили тут информацию, Times пишет о том, что Витков поддерживает идею, короче, чтобы Россия то, что она захватила, она контролировала политически, экономически, ну, короче, де-факто была тут, а де-юре, в общем-то, никто не будет признавать. Смотрите, и таким Витков образом всё специальный хорошо. представитель. Он не официальное лицо в данной ситуации. Он не является руководителем того или иного института и не является президентом Соединенных Штатов, он не является вице-президентом, не является госсекретарем. Поэтому его мнение, которое, очевидно, он где-то высказал не совсем официально, а полуофициально, вот, оно не является определяющей данной роли. Его роль, это значит, у него есть определенные директивы, которые ему спускаются из Белого дома и из Государственного департамента. В рамках этих директив он может решать определенные моменты. Главный вопрос, зачем США спасать шкуру Зеленского? И опять же, а кто сказал, что США спасают шкуру Зеленского? Я же еще раз говорю, что в данной ситуации, вот мы говорили уже о том, что решают между собой сильные мира сего, решают два государства, которые находились в состоянии конфронтации. Украина была триггером определенных моментов. Вот. И сейчас вопрос стоит в том, что когда идут на рыбалку, человека не спрашивают о том, хочет он или не хочет принимать участие в рыбалке. Извините, пожалуйста, это я очень грубо сказал. Очень грубо, но давайте все-таки как бы ближе к земле. Ну вот, Аляска прошла. Окей, даже встретились там. Путин же что говорит? Я встречусь с Зеленским, ради бога.
там вопросы будем подписывать чего-то или там затребуем подпись уже, ну, там, обновленного мандата власти, да, кто там будет. Это уже там детали, это об этом можем коснуться, можем не коснуться, все прекрасно понимают. Но тут же вопрос в другом. Сам факт признания и непризнания территорий, признание и непризнание. Вы помните еще там позапрошлые там планы, когда только это все, ну, пытались свести американцы, там была какая история? А вот Украина не признает, мол, никогда, ну, как юридическое, как государство, да, юридически не признает. Но США могут признать Крым, например. То есть помните из там, Да. глубокого ящика вот Да, эти конечно. идеи? Опять же, скорее всего, Соединенные Штаты выберут формулу, с которой они подходили к своему отношению к факту присоединения стран Балтии к Советскому Союзу. В 1940 году, когда было присоединение, вот, у них же как было, Соединенные Штаты не признавали. Но при этом они в целом признавали, что территория Советского Союза является там суверенной и так далее. Но была оговорка. Но, в принципе, вот эти вот 3 республики, они незаконно в составе СССР. Это не влияло никаким образом на взаимоотношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Это не влияло на позицию Советского Союза в Организации Объединенных Наций. Это там обменивались, понятное дело, встречи проходили, там обменивались разного рода визитами Соединенные Штаты и Россия, Советский Союз, извините, пожалуйста, обменивались, постоянно происходили там какие-то контакты, но Соединенные Штаты время от времени говорили, а вот Эстония, Литва и Латвия, они вот незаконно, в принципе, в Советском Союзе. Вот. Приблизительно та же формула, скорее всего, будет использоваться относительно тех территорий, которые Трамп и Путин решат, что они могут отойти к России. А что уступит Путин? Он может уйти, российские войска могут уйти с территории Сумской, Харьковской областей. Вот. Ну и дальше скажет, что хорошо, мы сделаем уступки по Запорожской, Херсонской области. Вот. То есть мы контролируем ту территорию Запорожской, Херсонской области, которую мы контролируем, мы будем контролировать. И не будем посягать на другую часть, та, которая контролируется Украиной. 2 Запорожские области будут, одна в составе Российской Федерации, другая в составе Украины. 2 Херсонских области. В моменты вот этих, ну вот чувство дежавю есть определенное, хотя разница колоссальная. Помните 19-й год, Париж? Конечно. Тогда тоже было ощущение, что вот прям привкус мира где-то вот он уже на губах, что вот оно. Да. Там Богдан, Аваков, там пели холодно им было, вот это все, улыбался Зеленский, там поменяйся местами, показывал Путин тогда. Потом это вывернулось на то, что Путина кинули. Да. Сейчас может быть похожая история со стороны Зеленского? Во-первых, Путин чудесно понимает, что он будет теперь требовать какие-то дополнительные гарантии, причем гарантии уже не от Украины, а от тех, кто считает себя хозяевами Украины. Это первое. Вот, и я думаю, что этот тоже вопрос будет рассматриваться на Аляске. Вот. Хорошо, где гарантии, условно? Вот. Второй момент – это, ну, мы же помним, что в Украине де-факто произошла ползучая смена власти сразу после декабря 2019 года. 9 декабря произошла сама встреча. Это действительно была встреча, на которой присутствовали не только Зеленский, но и Богдан и прочее. Вот. А уже в феврале поменялась власть фактически. Богдана отправили в отставку, поменялось правительство, поменялся глава офиса президента. На место Богдана приходит Ермак, который говорит, а зачем мы вообще будем играть в вот эти игры? Зачем мы будем дальше вот играть в определенный там политез и так далее? И начиная с октября уже 2020 года как раз в Соединенных Штатах были определенные изменения. Ну, началась избирательная кампания активная. Вот. Как раз
приняли решение, а мы давайте перестрахуемся и фактически надо заручиться поддержкой Великобритании. Вот это, в это время как раз произошел вот этот именно кардинальный перелом. 2020 год все фактически переставил, переломал то, что, о чем договаривались в декабре 2019 года. Я не исключаю, что будет попытка подобного рода кульбитов, политических кульбитов, но именно для этого и собираются на Аляске, для того, чтобы оговорить определенные формы, как бы не допустить подобного рода самодеятельности. Вы разделяете мнение, что об Украине там будет 15%? В Украине действительно будет только частично разговор, потому что главный разговор все-таки будет вестись о том, какие есть совместные, какие могут получить совместные преференции и выгоды Россия и Соединенные Штаты от сотрудничества. Вот. А Украину будут рассматривать как определенный камень преткновения, который необходимо как-то решить украинский вопрос, потому что на кону стоят триллионы, которые можно совместно зарабатывать. Ну, вроде как у России есть уже партнер по Арктике, это Китай. Да, но отрывать будут от Китая достаточно большая. Нет, так подождите. Арктику, если рассматривать как определенное акционерное общество, есть большие интересы и у Китая к Арктике, есть арктические государства. Это не только Соединенные Штаты и Россия, это в первую очередь и Норвегия, это и Дания, частично Гренландия, имею в виду, вот, это и Канада. То есть государства, которые тоже претендуют на арктический шельф, на арктические перспективы развития своих арктических программ. Но в этом плане как раз у России наибольшая береговая линия в Арктике. Наибольшая часть Арктики контролируется Россией. Ну, пока Трамп не присоединил Канаду и Гренландию. Пока конечно, что он не присоединил ни Канаду, ни Гренландию, но есть вопрос. И, соответственно, и Трамп понимает, что ему сейчас тоже выгодно сотрудничать с Россией на арктическом направлении. Пока он не присоединил Гренландию и Канаду, вот, выгодно. И он, очевидно, сделает какие-то предложения. Будет делать какие-то предложения. Ну, и это тоже только один вопрос, потому что есть большое количество других вопросов. Есть газовые вопросы, которые совместно будут пытаться решить. Есть вопросы, которые касаются Тихого океана. Вот, об этом тоже как-то забывают, а это один из важнейших вопросов с точки зрения Трампа. И есть вопросы, которые касаются ядерного оружия, а также ядерных программ в целом. Есть другие космические программы и так далее, так далее, так далее, которые, очевидно, тоже составляют весь комплекс, значит, тех интересов, которые лежат в основе американо-российских отношений. И если посмотреть на весь этот комплекс, вот, и посмотреть на вопрос Украины, становится понятно, что вот вопрос Украины, как с точки зрения Трампа и Путина, вопрос Украины может быть решен. Украина маленькая, там, значит, вопрос как бы можно решить полюбовно, особенно отталкиваясь от того, что есть большие перспективы в экономике и в развитии других направлений. Нам, конечно, эта тема является для нас, она является больной, она является для нас темой трагической, драматической. Мы считаем, что весь мир, вот, внимание всего мира приковано к Украине, а с точки зрения Трампа и Путина это всего лишь разменная карта в большой игре. Ну, только вопрос, на что разменяют, понимаете? То есть, именно. Мы не знаем этого. Этого мы не знаем, и это, очевидно, составляет государственную тайну и в Соединенных Штатах, и в России. Ну, в общем, от Китая не оторвут. Нет, точно. Точно. Путин игрок. Он будет пытаться разыгрывать свою карту так, чтобы немножко, чуть-чуть пощекотать нервы Си Цзиньпину там, на каком-то этапе. Это уже было. Это уже было весной, когда Россия вдруг начала говорить о том, что у нас есть излишек газа образовался, который мы готовы продать, тем более, что у Соединенных Штатов есть проблема, они подписали огромное количество контрактов, а объемов газа пока что нет. А тут у нас есть газ, который мы могли бы, в принципе, продать Соединенным Штатам, американским фирмам. Вот, появлялись такие публикации в средствах массовой информации. И с таким подтекстом, что мы предлагали Китаю, но они же не хотят строить вторую ветку силы Сибири. Вот. Ну,
понимаем, что могут быть отношения между Китаем и Россией максимально близкими, братскими и так далее, но время от времени там стороны есть определенные шероховатости, которые используются и для того, чтобы так чуть-чуть пошантажировать друг друга, чтобы были еще более сговорчивы. Два эпизода, которые вот действительно нам говорят, что такое политика. У нас же как принято, ну, среди украинской аудитории, среди украинцев, да, вот политика. Зеленский приехал, встретился, или там поговорили по телефону, там он же, как сегодня писал, было 30 или сколько, 50 разговоров за последние там дни. Ну, правда, как из пулемета строчили сообщения, там, то Саудовской Аравии, там, с наследным принцем поговорили, то еще с кем-то, то еще с кем-то. Но тут же строится политика по-другому. Я вот хотел бы, чтобы вы прокомментировали два таких эпизода силовых. Во-первых, это Запад 2025. И уже там выходят, ну, понятно, в каких целях это делают, там, украинские разведчики. Говорят, что будут и орешником стрелять, пробовать. И, ну, вообще, как бы, отрабатывать очень интересные вещи. То есть, большие учения, такие непростые учения. Не просто там постреляют и все, а что-то вот преподнесут. А сегодня вот буквально во время нашего эфира стало известно, что буревестник новый готовы запустить, там глобальная по дальности ракета, в общем, ядерное испытание на новой Земле, и сделать это планируют, внимание, на этой неделе. То есть я не удивлюсь, что прям чуть ли не в день там, на Аляске Путин-Трамп, а там вот буревестник новый запустили. Ну, как бы испытать, да, ядерное испытание. Что хочет показать Россия Трампу, как вам кажется? Ну, вы знаете, это старый прием, когда стороны просто демонстрируют накануне саммитов глав государств, они демонстрируют собственные технические возможности. Вот, чтобы разведка донесла, разведка сказала, что разведка чуть-чуть напугать, чуть-чуть показать там, мышцы, зубы и прочее. Это, вспомните Потсдамскую конференцию 1945 года. Именно в ходе Потсдамской конференции Трумен подошел к Сталину и рассказал ему о испытании ядерного оружия. Вот. Сказал про ядерную бомбу. Вот, как потом позже вспоминал сам Трумен, вот меня удивило то, что у Сталина не дрогнул ни один мускул. Вот. И я даже подумал, что он даже не понял, о чем я говорю. Вот. Но Сталин, конечно, очень хорошо понял. Но именно продемонстрировать необходимо было мощь Соединенных Штатов, необходимо было в ходе именно конференции. Понятное дело, что это тоже такой себе прием. Вот, что тут встречаются лидеры, но Россия должна показать, что мы сильны, у нас есть силы, вот мы не использовали весь свой ресурс, так что лучше все-таки договариваться, лучше все-таки жить в мире. Вот, civis pacem para bellum. Вот, хочешь мира, готовься к войне и так далее. Просто, знаете, если так глобально посмотреть на вещи, попробовать. Есть такое устоявшееся чувство последних, например, телодвижений Трампа, что, ну, условно, Америка будет раздевать Европу. Да? Ну, как бы, и все вот так смотрят, и даже вот тему Украины тоже кладут в эту копилку. Но почему все вдруг решили, что Америка не горит желанием раздевать Россию? Это следующий момент. Это почему Америка не горит желанием? Вот. Ну, Америка горит желанием, но, понимаете, это, но в данной ситуации может ли она это сделать? Вопрос. Вот. Европа согласилась вот, Да. быть раздетой. Европа добровольно согласилась, кабы чего не выше. Вот. Потому что она не чувствовала в себе уверенности, сил каким-то образом сказать «нет» Трампу. Потому что в Европе на сегодняшний день нет сильных лидеров. В Европе сегодня, я уже несколько раз это говорил, нет лидеров, способных стать лидерами именно в полном смысле этого слова. Время лидеров, время титанов, гигантов, оно отошло еще вместе с... Сначала была первая волна, это когда в небытие ушли там, отцы-основатели Европы. Дальше ушло поколение Тэтчер, Миттерана, Коля и так далее. А дальше пришла серость.
Абсолютная серость. Люди функции, которые приходят и уходят потом сразу же, когда заканчиваются их полномочия, они уходят в небытие, которых никто не вспомнит, они не оставят свое имя на страницах истории. Вот. Они где-то там, возможно, где-то когда-то узкие специалисты будут вспоминать. Вот. Посмотрите, кто 10 лет назад или 15 лет руководил теми или иными европейскими государствами. Они их уже забыли практически. Вот. Точно так же забудут, завтра же забудут про, как забыли сегодня уже про Шольца, точно так же забудут про Мерца, точно так же забудут про Макрона, точно так же забудут про Стармера еще раньше, чем можно прогнозировать. То есть все они пришли на определенное время, вот, и поэтому в данной ситуации вот, они попросту капитулируют. Вот. Но Индия не капитулировала, Китай не капитулировал, Россия не капитулировала. То есть, и понятное дело, что Трамп бы очень хотел бы раздеть и Индию, и Китай, и Россию. Но он понимает, что это не так просто. Ну, тут же еще такой момент, понимаете, по поводу Европы, ее убытков. Лидеры, конечно, приходят и уходят. Так а деньги? Вопрос-то в деньгах. А деньги постепенно тоже утекают, потому что на самом деле Европа могла быть сильной, и Европа могла быть эффективной. Евросоюз был фактором до тех пор, пока он балансировал между различными геополитическими векторами. Вот. Евросоюз мог сказать, ну, не нравится нам, например, сегодня то, что там предлагают Соединенные Штаты, мы пошли там будем покупать более дешевые ресурсы или же будем более активно вести диалог с той же Россией или же с Китаем. Вспомните, вот, что сразу же только начинал там Обама, например, там, выкручивать руки Меркель на саммите НАТО в Мексике. Вот. Меркель сразу же запускала в эфир, значит, практически во всех газетах, на всех телеканалах, журналах, всюду там начинали крутить тезис про единую Европу от Лиссабона до Владивостока. Кому это все посылалось? Конечно же, не обывателю европейскому, это посылалось в Вашингтон. Вот наша новая концепция. Вот, и так далее. После 2014 года Евросоюз сам вот обрубил вот эту возможность для маневров и постепенно начал приходить в упадок. На сегодняшний день Евросоюз не является фактором мировой политики. Ну, видите, пытались заигрывать с Китаем, но... Пытались, но вы видели, чем это закончилось. Ездили туда и Урсула фон дер Ляйен, в свое время там и Анна-Лена Бербок ездила, там пыталась там с кавалерийского наскока решить китайский вопрос. Но чем это закончилось, все очень хорошо помнят. По поводу лидеров и Европы, я хочу, чтобы вы и политический анализ дали ситуации, ну и, конечно, исторический, потому что он и о лидерах, и об истории. Крупный скандал, оказывается, возник. Причем в понедельник там люди на стриме писали в чате, что вот, я там был в Варшаве на концерте Коржа, исполнителя, да, то есть там... Я, честно, не знаю, кто такой Корж, я знаю только, что есть такой исполнитель, не знаю ни одной его песни. Ну, Макс Корж, вы слышали в любом случае, просто это как-то не идентифицировали, наверное. Хороший исполнитель, хорошая песня, то есть ничего плохого, то есть молодец. Я абсолютно, я просто говорю, что это пробел. То есть Корж молодец. Не молодцы гости, так сказать, присутствующие. 57 украинцев, 6 белорусов. Туск выгнал. Ну и как бы скандал набрал обороты такие нешуточные. В чем вопрос? Начали хулиганить, в общем, достали флаг УПА, вот красно-черный, да, где там написано, там УНАУНСО, УПА, в общем, это с этой символикой. Ну и потом всех, в общем-то, отловили и депорт. Даже было какое-то извинение от одного из украинцев на польском, чисто польском. Сразу начали смеяться в соцсетях, мол, отправляют их в Украину, а там дальше под Покровск. Ну, потому что все молодые, здоровые, ну, наверное, как бы годные, раз такие вещи вытворяют. Но тут вышел новый президент. Король Кароль, да? Навроцкий. Значит, он назвал бандеровцев из АУН-УПА убийцами и извращенцами. И, в общем, ну, цитату полностью не буду его давать, все, в принципе, могут ознакомиться. Короче, судить надо за вот эти флаги, за вот это все, потому что, ну, 120 тысяч человек, как минимум, да, эта организация приговорила, заставила отдать Богу душу, в общем, поубивали. А это уже... На самом деле, ну, смотрите, это новый президент,
да, он включается активно в эту историю. Как ни пытался мягкие ткани посол Украины в Беларуси, в Польше, это, конечно, цирк, да, то, что он... То есть он не защитил украинцев, не отстоял позицию государства, ни того, хоть это, конечно, и не надо, может быть, ему это было делать, этого флаги эти не запретил. Короче, абсолютно ватный какой-то, мякиш какой-то хлебный, но отреагировал на третьи сутки, потому что скандал набрал такого оборота. Что вы скажете по поводу этой ситуации? Насколько она симптоматична? Ну, она была прогнозируема, во-первых, для тех, кто поднимал флаг, красно-черный флаг. Все чудесно понимают, особенно те, кто находится на территории Польши, они чудесно понимают отношение Польши, официальное отношение Польши к организации украинских националистов, украинской повстанческой армии, к Степану Бандере и к прочим личностям, которые представляют сегодня пантеон украинцев. Пантеон украинцев, но украинских героев. Что касается поляков, нынешний президент Польши Кароль Навроцкий профессиональный историк. Он работал в Институте национальной памяти Польши. Он, в принципе, занимался этой темой. Он знает, о чем он говорит. Я знаю очень многих польских историков, я с ними пересекался неоднократно, мы принимали раньше участие во многих конференциях, обсуждали эти темы. Для них эта тема является достаточно болезненной. Тема ОУН-УПА. И когда мы говорим про волынскую резню, мы там некоторые допускают там различные такое легкое отношение к этой теме, это раздуто и так далее. Поляки так не считают. И для поляков фактически отношения, они рассматривают символику ОУН-УПА, ОУН и УПА, просто это две разные организации, они рассматривают эту символику. Кстати, опять же, тут еще может быть дискуссия, вообще использовался ли красно-черный флаг, потому что я знал очень многих ветеранов УПА, они говорили, мы вообще никогда не знали о том, что красно-черный флаг – это флаг УПА. Он появился вообще, он был легитимизирован уже в условиях эмиграции, но это такой вопрос. Он стал символом этого движения. Так вот, он воспринимается приблизительно так, как у нас бы начали бы махать сейчас нацистской символикой. Я не говорю, я не провожу знак равенства, я просто говорю, машут. как восприятие, как воспринимается. Машут. Машут, да, так я понимаю, да, тоже скандал совсем недавно был. Но у нас хоть возбудили дело вроде бы, хотя бы так, для отвода глаз, возбудили против этой девушки дело. Но что касается как раз ситуации кто-то хотел получить скандал, он получил этот скандал. Кто-то хотел нарваться, он нарвался. Давайте так. Извините, пожалуйста, те, кто организовывали это все, они что, не понимали, чем это закончится? Или они думали, что эта выходка просто они что-то кому-то докажут? Понимаете, нет, они подставили людей, сами люди эти подставились. Это понятное дело, ума нет. Комментарий Навроцкого, он немножко глубже. Он о героизации, о школьной программе. Это, конечно. Я поэтому и говорю, что украинцы и поляки не сойдутся никогда в мнении относительно ОУН и УПА. Более того, до тех пор, пока эта тема будет главенствующей, а эта тема будет главенствующей еще долгое время, до тех пор у нас не может быть какого-то добрососедства. Она всегда будет делить. Любой вопрос у нас натолкнется на вопрос, ваши ОУНовцы убивали наших поляков. Наши, конечно, будут говорить, нет, так понимаете, была же пацификация, вы сами виноваты. Вы там в свое время, вы запрещали украинский язык в школах. Кстати, польский междувоенный закон о языках в Польше по отношению к украинскому языку был намного более либеральным, я специально изучал, намного более либеральным, чем сейчас нынешнее украинское законодательство по отношению к русскому языку. Так вот, и, соответственно, мы никогда не сможем об этом договориться, потому что сегодня на первый план выступают именно вопросы памяти, вопросы истории. А они выступают на первый план, потому что у нас нету
вот того, что нас объединяет сегодня. Раньше нас объединяли логистические связи. Украина и Польша представляли собой единую логистическую цепь между Востоком и Западом. А после 2014 года эта логистика прекратилась. Вот, логистика ушла в прошлое, и, соответственно, украинцы и поляки начали вспоминать: да, вы нас резали, а вы нас бросали там в лагерь Береза-Картузская. Вот, и так далее. Ну, извините, это до тех пор, пока не будут возобновлены новые проекты, которые дают выгоду обоим, до тех пор будет доминировать этот вопрос исторической памяти. Да, это, конечно, я вам хочу сказать нечто, да, но у нас, кажется, есть новое шоу от Гордона, значит, гуляет опять его видео. Чичваркиным он беседует, тот, который голый снимался в Юрмале возле нудистского пляжа и гордился этим, о том, что прямо сейчас Трамп послал Путина нах и приказал высадить американский десант в Крыму. Слушайте, ну рубит правду матку, дай бог, как это, Малюк, лучший продюсер, мне кажется. Ну да, да, да. Вы понимаете, Дмитрий Ильич Гордон, он рубит правду матку, да, так это само, и как говорится, что сейчас есть очень такое модное направление в ТикТоках, Инстаграмах и так далее, разного рода там это целые курсы по этому вопросу для женщин. Вот. Ну и теперь вся страна дышит маткой, что называется, это именно правда матка, чтобы понять. Маткой Гордона, да. Все дышат. Чтобы насладиться этой правдой. Дыхание маткой, да. Значит... они подумали вообще-то, как могут сейчас высадиться в Крыму? Откуда, как они могут... Понятно. Условно говоря, как может зайти... доктрина Монтрё, там вообще, точнее, договор Монтрё и прочие моменты... я не буду углубляться, я просто смотрю на часы, что у нас уже чуть-чуть подходит именно время к вопросам, поэтому я, в принципе, Гордона и вспомнил, да, потому что он фигурирует тоже в вариантах нашего голосования. Важный момент по ходу. Белый дом опроверг информацию The Times о плане контроля России над захваченной ею территориями Украины по образца контроля Израилем над западным берегом реки Иордан. Это совершенно ложный и небрежный отчет от The Times, написала в X зампредсекретаря Белого дома Анна Келли. Поэтому вот это Виткофа, оболгали. То, что мы с вами обсуждали, этого нет. Поэтому тут, понимаете... это было бы странно, потому что Витков по своему фактически мандату, свой мандат Виткофа, он является достаточно ограниченным. Он переговорщик фактически. То есть он не может продуцировать свое мнение в данной ситуации и выдавать его даже где-то там полуофициально. Так что есть определенные директивы, в рамках которых он работает. Ой, к вечеру тоже понеслась, это как бы из ленты сообщение, что Туск сообщил, что диверсию готовил один из украинцев на территории Польши, задержали этого украинца. В общем, начинается такая украинофобия в Польше, причем... Она давно уже началась, к сожалению. Из уст первых лиц, понимаете? Да. То есть и Навроцкий, и Туск, и это прям как здрасте, по 2 раза на день, то есть украинцы то, украинцы сё. Это тоже что-то означает в контексте того, что будет дальше. Подводим итоги нашего сегодняшнего опроса, друзья. Значит, самая забористая сказка Малюка. 17% считает, что аварийный Крымский мост. 20% Белецкий держит фронт, почти весь. 23% покушение на Гордона и правда матка его. Да. И 40% это спастся после 2 Искандеров. Это, конечно, феерическая история. Видите, как совпали мысли у вас и аудитории. Видите ли, наверное, что тоже многие живо представили эту картину. Значит, друзья, переходим непосредственно к вашим вопросам. Поехали, значит, от нашей аудитории, а потом чат трансляции. Конечно же, сначала вопросы заблаговременно, а потом чат трансляции. Игнейс, в общем, пользователь спрашивает.
Добрый вечер, Александр и Константин. Смотрел на днях документальный фильм про наполеоновские войны и понял, что Зеленский решил умело копировать Наполеона. После разгрома наполеоновской армии в России ему предлагали много раз те или иные варианты мира, но он каждый раз отвергал. В итоге каждый следующий становился хуже для Франции и лично для него. В конце французская армия превратилась в натуральный фольксштурм, тряпье с одной винтовкой на троих, а сам Наполеон уехал куковать на остров, хотя в самом начале мог бы сохранить империю и власть. Украину ждет такой же итог, хотя, наверное, Зеленскому все равно на острове жить, куковать или, в общем, на украденные миллиарды. В 2012 году Зеленский сыграл роль Наполеона в фильме «Ржевский против Наполеона», в комедийном фильме. Так что я думаю, он очень вжился в роль. Но вы ему льстите, когда вы его сравните с Наполеоном. Да, очень многие политики не имеют чувства меры. Они не умеют вовремя остановиться. Но если Наполеон был субъектен в вопросе, когда останавливаться и останавливать ли войну, то Зеленский такой субъектности не имел. Когда он вел переговоры в Стамбуле, и которые могли увенчаться успехом и могли поставить точку в войне еще примерно в мае-июне 2022 года, приехал Борис Джонсон в апреле и сказал: давайте лучше воевать. И все, и свернули переговоры в Стамбуле. Поэтому, к сожалению, у Зеленского нет субъектности для того, чтобы решать, остановить войну или не остановить. Пока на него не нажмут, пока ему не скажут, что все, останавливай. Он до тех пор ее не остановит. Платон спрашивает: Константин Петрович, как вы считаете, в чем идеологическая основа текущего мирового кризиса? Или вы считаете, что проблемы исключительно экономические? Пока что идеологические. Для того, чтобы были идеологические предпосылки, должны были быть какие-то идеологические, именно идеологические предпосылки. Идеологии, как раз, как это было во время Холодной войны, как это было после Второй мировой войны, на сегодняшний день сформировано не было. Пытались показать, что вот есть идеология либеральная, либерализма, или же идеологии социал-консерватизма и так далее, которые между собой никак не могут найти общий знаменатель. Но на самом деле идеологии на сегодняшний день в нынешнем обществе, в нынешнем мире, они абсолютно вторичны. Есть, во-первых, противостояние двух систем государств. Не есть государственных систем, а нескольких блоков государств, которые сегодня формируются. Условно их называют глобальным Западом, глобальным Югом, но они деидеологизированы, эти системы. И второй момент – это все-таки экономика, экономический кризис, который в Европе уже серьезно ощущается, начинают проявления этого кризиса, они сегодня ощущаются даже на бытовом уровне, так что ползучий кризис такой. Виталий спрашивает: вопрос, может ли саммит на Аляске ознаменовать создание глобального севера, такой себе крыши мира? Смогут ли под такой ядерной крышей наконец-то ужиться глобальный юг и глобальный запад? И заранее спасибо за ответ. Это версия, которую в свое время, еще где-то год назад, озвучил Владислав Сурков. У него даже была специальная статья, где он говорил про глобальный север, что почему Россия должна быть глобальным югом. Давайте просто перекроем планету, и у нас больше общего, например, с Соединенными Штатами. Но на сегодняшний день это только одна из таких себе метафорических концепций, скажем. Значит, здравствуйте. Когда закончится бусификация? Очень короткий и понятный вопрос от Мирослава. Как только закончится военное положение и будет отменена мобилизация. Мобилизация у нас продлена на сегодняшний день снова на 90 дней, да? Но вопрос именно в том, что когда закончатся боевые действия, активные боевые действия, когда будет поднят вопрос в Верховной Раде о прекращении режима военного положения. Но его не прекращают, вы же видите. Его не прекращают. Дело в том, что я боюсь, что Зеленский, пока находится у власти, даже если будет подписано некое мирное соглашение, если будет завтра, например, Россия скажет, что все, мы прекращаем боевые действия, останавливаем боевые действия, Зеленский не будет спешить с отменой военного положения, скажет:
Военное положение должно существовать до тех пор, пока Крым, Донбасс и остальные территории не вернутся в Украину. Так, С них станется, они могут. Подождите, как же, если он должен в соглашении признать, что все? Нет, так он может признать многое, а вот внутри страны скажет, а мы дальше будем держать именно это. Не, он же несколько раз заявил, что мы де юре не признаем. И европейцы сегодня сказали, что де юре не может быть признания потери. Де-факто признаем, а де юре не признаем. Все-таки это юридический статус, военное положение, да. Александр Зеленый спрашивает, если учесть, что одна из атомных бомб, сброшенных на Японию американцами, называлась «Малюк», то очень сомнительно, что россияне могут чем-то навредить главе СБУ простыми «Искандерами». Вы так не считаете? Очень хорошо, да, хорошая параллель, да, толстяк и малыш, да, вот. Но что касается тех бомб, которые были сброшены в августе 1945 года, знаете, по сравнению с тем арсеналом оружия, которое сегодня наработано, они кажутся сегодня уже детским лепетом. Петр, Аляска все-таки довольно экзотическое место встречи Трампа с Путиным. И ответный визит Трампа в Россию определенно будет не в Москву. Куда, как вам кажется, Путин мог бы пригласить Трампа Ала-Верды? Калининград? Я уже читал в российских пабликах, что вот Путин должен Ала-Верды пригласить Трампа в Читу. А почему Читу? Ну, тоже, скажем так, куда-то на периферию. Вот, нет, понятное дело, что это шутка. Вот, точно непонятно куда. Знаете, в 1975 году, когда Брежнев и Форд решили встретиться, они встретились во Владивостоке. Вот, и очень результативная встреча была, очень была, скажем так, прорывная встреча во Владивостоке. Поэтому есть очень много в России городов, которые могут стать теми городами, которые принимают высокого гостя. Но пока что речь об ответном визите Трампа пока что не идет. Так, значит, следующий вопрос. Как так получилось, что первые националистические батальоны с лозунгами АУН-УПА возникли в русскоязычных Днепропетровской и Харьковских областях, а не на украиноязычном западе страны, спрашивает Иван. Они возникли таким образом, что, ну, вы имеете в виду же, наверное, 2014 год. Да. То есть, да, потому что первые батальоны возникали не на западе Украины, а возникали в непосредственной близости от так называемой АТО. Антитеррористической операции. Вот. И одним из главных инициаторов создания этих батальонов добровольческих был Игорь Валерьевич Коломойский, в то время губернатор, глава областной государственной администрации Днепропетровской области. Ну, вот, поэтому и возникли там эти почему батальоны. Вот это вот, как вы отвечаете на вопрос, на кой ему это нужно было? Ему не давали покоя активы Ахметова. Коломойский был как раз человек... Как раз таки очень интересный вопрос по этому поводу. Вы помните где-то интервью спустя, ну, там, несколько лет, да, где-то там, кто, Влащенко, кажется, у нее брала интервью, ходила там с ним, гуляла, по-моему, она. И тоже там поднимались эти темы, и тогда Коломойский говорит, что это типа гражданская война. Ну вот, в Украине. Да. А это тогда очень триггерная была история. Ведь по большому счету конкуренция Коломойского и Ахметова, они же оказались как бы в одной грядке. А если бы Коломойский повел себя по-другому по отношению к тем же русским, то у него все было бы нормально. Понимаете, было два аспекта, два момента, которые пока еще не исследованы в истории именно вот этого раннего этапа АТО, 2014 год, как это все начиналось и прочее. Вот. Первый момент – это то, что донецкие элиты, тоже Ренат Леонидович Ахметов и прочее, они надеялись, что после завершения вот этой всей майданной истории, после того, как Майдан победил, что будет как в 2004 году. В 2004 году, после того, как победил Майдан, Юлия Тимошенко села в самолет, будучи уже премьер-министром, Ющенко полетел в Москву, первый свой визит в качестве президента после инаугурации, а Тимошенко полетела в Донецк договариваться о правилах сосуществования в единой стране.
Вот, то есть ваши интересы, есть наши интересы. Вот, поделились там, значит, этими интересами, сбалансировали эти интересы и живем в одной стране. Это было в 2004 году. А в 2014 году Ахметов тоже ждал, что будет соответствующий компромисс. Вот. А Киеву тогда компромисс был не нужен. Более того, он не был нужен в том числе и бизнесу, который тогда вернулся как бы тому же Коломойскому, вот, который мечтал фактически прибрать к рукам активы, которые принадлежат Ахметову. И для Коломойского вот, смысл финансирования этих всех батальонов и так далее лежал не в патриотической плоскости, вот, не в патриотической плоскости, а в том, что создаются отряды, которые могут де-факто не только защищать там какие-то высокие интересы, а и выполнять роль тех сил, которые выполняют задачи интересов там, другой бизнес-группы. Частная армия, да. Частная армия, фактически. Вот, это первое. А второй момент, который тоже, вот, уже другие были тогда интересанты того, чтобы появилось вот это АТО. Петр Порошенко, который очень хотел стать президентом, он просчитывал один сценарий. Вот. Он не верил еще в ту пору, что Кличко сдастся, что пройдет Венский сговор, там, скажем, Кличко снимет свою кандидатуру и не будет баллотироваться. Если бы баллотировался Кличко, совсем другая была бы расстановка. Не было бы победы Порошенко в первом туре. Была бы проблематично, тоже под вопросом было, вышел бы Порошенко во второй тур или не вышел. Вот. Но были опасения, что Донбасс будет голосовать тогда за Юлию Тимошенко как более понятную, вот, более, скажем так, или менее токсичную вот, во многих моментах. Вот. И было сделано все для того, чтобы хотя бы часть Донбасса вывести из игры, политической игры. Вот это все лежало в основе. Да, Кличко снял свою кандидатуру, голоса перетекли к Порошенко, вот Порошенко победил в первом туре. Но были опасения, что будет все немножко по-другому, что Кличко не согласится. Продолжаем, дорогие друзья. Константин, ваш тезка, спрашивает. Как мантру уже абсолютно все участники и стороны конфликта повторяют: нужен справедливый мир. Складывается впечатление, что большинство вообще не сознают смысл этого выражения, а у тех, кто хотя бы что-то под этим подразумевает, справедливость не предполагает интересы другой стороны. Константин, а какой он, этот справедливый мир? Справедливого мира быть не может по определению. Потому что, а что понимать под значением справедливым? Под термином «справедливый». Вот. Если считать, что вот возвращение к границам 1991 года, вопрос тогда, а будут ли считать такой мир справедливым, например, в той же России? Будут ли считать справедливым такой мир там, на Донбассе или в Крыму? Вот. Будут ли? Да, с точки зрения Украины это справедливо. Вот. С точки зрения международного права тоже справедливо. Но де-факто сейчас никто не апеллирует ни к международному праву, ни к другим аспектам. Кто-то говорит, что с позиции силы было бы справедливым признать, что вот то, что завоевали, значит, то, за что положены там жизни и прочее, вот что это справедливо. С точки зрения Украины это несправедливо. С точки зрения Запада тоже несправедливо. Справедливого мира быть не может. Может быть компромиссный мир. Наталья Яковлева, здравствуйте, уважаемый Александр и Константин. Поясните, правильно ли я поняла? Зеленский соглашается с условиями и подписывает, либо не соглашается и все равно подписывает кто-то другой. Спасибо. Именно. И, скорее всего, я уже говорил об этом неоднократно, Зеленский так долго формировал свой имидж такого непреклонного борца за независимость и так далее, что если он подпишет сейчас мир, значит, он попросту перечеркнет все то, над чем работал так активно на протяжении 6 лет. Та роль, которую он играл, роль Черчилля, Че Гевары в одном флаконе, вот, она окажется провальной, неубедительной. Ему необходимо дальше играть эту роль. Вот. Поэтому для него выходом будет, идеальным выходом для него будет, если он вдруг, если там будут его просто посадят за стол и там принесут ему лист и скажут: подписывай документ какой-то, он скажет: нет, я отказываюсь от поста президента, я уезжаю, я начинаю формировать партию реванша, кто любит меня за мной,
вот всех там условно говоря, 15% или 20%, которые хотят продолжения войны, вот, они будут дальше будут считать Зеленского иконой стиля, политического стиля, а будет создано, либо будет поручено спикеру Верховной Рады подписание документа, либо же будет найдена некая фигура, которая возглавит там временное переходное правительство, которое подпишет. Вот. Ну, то есть тот, кого не жалко. Тот, кто подпишет, поставит подпись и уйдет в небытие. Слава спрашивает, когда в Украине планируют переходить на латиницу? Да, это пока что никто не планирует. Эти идеи появляются время от времени. Сначала в 90-е годы появилась эта идея в львовской интеллектуальной тусовке. Потом эта идея несколько раз поднималась на уровне отдельных там активистов в Киеве. Но системного подхода в переходе, в том, чтобы перейти на латиницу, системного подхода тоже в этом нету. Кстати, были попытки в XIX веке, особенно в Галичине, печатать украинские тексты на латинице. Вот, были, но это не прижилось. Кстати, после революции были такие идеи, что давайте на латиницу перейдем. Пользователь спрашивает, вопрос следующий. Одной из целей СВО президент России провозгласил денацификацию Украины. А вот мое мнение, что реальной денацификацией займутся Польша, Венгрия и Румыния. Ведь реальную Украину поделят, если не на территории, то уж на зоны влияния точно. Может, в этом стратегический замысел темнейшего? Ну, на сегодняшний день пока что еще нет какого-то деления на зоны влияния. Нет. Пока что это все гипотетические рассказы, концепции о том, что могут быть разного рода зоны влияния, сферы влияния. Но реально этого нет. Знаете, самая распространенная страшилка, что вот сейчас Польша, Венгрия, Румыния, они отхватят себе по куску Украины, вот, заберут свои исторические земли и так далее, и так далее. Но те, кто распространяют эти как раз страшилки, они попросту не понимают, как устроен Евросоюз, вот, и как устроены другие объединения, международные организации, в которые входят на сегодняшний день желающие, там, ну, так, гипотетически желающие отхватить кусок Украины. Переходим в чат трансляции. Лилия спрашивает. Добрый вечер. Вопрос. Как вы думаете, будет ли обговариваться на встрече создание буферной зоны? Вы заметили, что это вообще все, ну, как бы ушло? Эту концепцию Россия поднимала несколько раз, но я не знаю, будет ли подниматься этот вопрос. В последнее время что-то в российских СМИ и в официальные лица не поднимают эту тему и не комментируют ее. Лариса, уважаемый Константин Петрович, ваш любимый исторический политический лидер, кого бы вы оживили, чтобы спасти планету сейчас? Ой, а вы знаете, такого и не было, кто бы мог бы спасти планету, оживить кого-то там и так далее. Нет, давайте все-таки оставим исторических деятелей истории. Вот, потому что каждый из них был героем своего времени, а для нашего времени нужны свои герои, которые должны спасать планету. А их как раз сегодня крайне не хватает. Гарри спрашивает вопрос, как думаете, будут ли на Аляске обсуждать план сдерживания Китая от прыжка в 6-й технологический уклад? Я думаю, что вряд ли это тема, которая является достаточно сложной, многогранной, и, соответственно, за короткое время, несколько часов, которые будут встречаться лидеры двух государств, вот, такие большие темы, они не обсуждаются, не требуют дополнительной проработки, тем более, а зачем останавливать? Это с точки зрения России, опять же. Вопрос, почему советник Зеленского Подоляк до сих пор бредит стратегическим поражением России? Он не в курсе, что происходит в мире и на поле боя? Или он, как исполнитель З, повторяет идею фикс? Ну, знаете, были целый ряд людей, которые не смогли поступиться принципами. Тот же Степан Бандера после войны требовал, чтобы Организация украинских националистов не отходила от концепции, фактически профашистской концепции 1940 года, которая очень либерализировалась в 1943-м. Там были большое количество людей типа Юлиуса Воллы, там, Эзра Паунда и прочих, которые тоже не могли поступиться принципами. Ну,
Подоляк просто, у него уже есть своя идеологическая линия, он отрабатывает эту линию, и я думаю, что даже когда будет подписан мирный договор, вот, он все равно будет говорить о том, что еще чуть-чуть, и мы будем пить кофе на набережной Ялты. Ну, опять-таки, тут тоже такой момент. Да? Подоляк вот сегодня заявлял, что ой, Украина не против воздушного перемирия, хотя все напропалую эксперты говорят, что ну, это самая невыгодная история для Украины в военном смысле слова. Поэтому... Понимаете, у нас такой разнобой, у нас каждый чиновник вот, или каждый приближенный к офису имеет свое мнение, и говорят, кто что хочет. Послушайте Верещук, она говорит о том, что мы все равно будем еще воевать и воевать. Да, послушайте, но ТЦК она не любит внезапно. Да? Ну так, это да. Но и в данной ситуации вот такой разнобой, вот, когда попросту люди, вот, у них нет единой позиции. Вот представьте себе, что сидит в любом посольстве иностранного государства, сидит человек, ну, первый секретарь, второй секретарь, который ответственен за то, чтобы готовить какие-то материалы, передавать их в свой МИД относительно ситуации в Украине. И у него вот эта какофония, и он пытается свести все воедино. Вроде бы все люди при должностях, все люди работают в государственном аппарате, все должны там, придерживаться некой единой линии, а на самом деле происходит абсолютная разбалансировка. То есть каждый говорит все то, что думает. Вот. Как все это сопоставить воедино? Ну и, понятное дело, они просто махают через некоторое время рукой, и говорят, махнут рукой на это все и говорят, вот они вообще идиоты, так что давайте о них забудем. Андрей Биндосов, как теперь украинцам объяснить, что 3 года смертей и разрушений были зря, и то, что победить Россию не получилось бы никак? Да, и этот вопрос будут задавать, рано или поздно зададут. А сейчас зададут вопрос, что весной 2022 года Зеленский говорил, мы ни в коем случае не имеем права садиться за стол переговоров, потому что жертвы Бучи, жертвы Ирпеня, жертвы Бучи вот, не дают нам морального права. Что через 3 года мы забываем про жертву Бучи, да, садимся за стол. То есть, или то, что он говорил, тогда на сегодняшний день не актуально. А сколько он говорил, а как я буду смотреть в глаза матерям погибших, вот, если мы сейчас пойдем, там, например, на сдачу, на перемирие и прочее. Сейчас он уже может смотреть в глаза? Нет, но он сейчас говорит, невозможно военным путем вернуть территории. Он вплоть до начала 2025 года говорил, что только военным путем. Никакого дипломатического. И не только он говорил, куча европейских политиков говорили, только военный путь. Только военный, никакого дипломатического пути. В то время как, например, Китай предлагал именно дипломатический путь. Ну и как тогда, помните, все набросились на Китай? Я помню. Да, я тоже очень хорошо помню. Андрей Плеханов, Константин, здравствуйте. После всех событий этого года будущее ООН какое? Ваше мнение? Будущее ООН давно уже утратило свою функцию. ООН нерезультативно, наверное, со времен Переса де Куэллера, наверное, последний был результативный генеральный секретарь. Вот, после него уже пошла серия именно таких себе местоблюстителей, людей, которые попросту занимали должность генерального секретаря, но не имели возможности влиять на ситуацию в мире. Вот. И ООН постепенно выродилась в структуру, где обычная говорильня, куда приезжают там, отставные дипломаты или тупиковая ветвь дипломатии, скажем, вот, куда отправим человека? Отправим его представителям ООН. Вот, они едут туда, они там фактически общаются, там, наверное, последним результативным представителем ООН был, который смог сделать карьеру, нормально, это был Лавров, наверное. Вот после Лаврова уже с 2004 года эта функция потеряла свой смысл, функция представителя в ООН. Совет Безопасности постоянно использует вето и блокирует любые решения. Вопрос с минскими договоренностями, например. Совет Безопасности ООН принял минские договоренности за основу своей резолюции, как обязующую. Вот мы ее просто-напросто, что называется, игнорировали. Вот. И сейчас смысл деятельности ООН состоит в том, что есть несколько структур, фактически мафиозных, криминальных структур, типа Всемирной организации здравоохранения и других, вот, под крышей ООН, вот, которые попросту зарабатывают деньги в глобальном масштабе. Все.
Остальные функции ООН на сегодняшний день не выполняются. Да, тут вот мне подсказывают, Шелест вперед. Смотри, я читаю ваши сообщения, ваши комментарии. Давайте вот еще такой вопрос. Кстати, здесь вот пишут Шелест, где шум. Смотрите, небольшая такая получилась техническая история. Приболел я, да, то есть я там, ну, как не выдержит 1,5-2 часа, ну, культурно, да, там провести шум, хотя материала я согласен, куча, я сам соскучился, очень надеюсь к концу недели, то есть будет 100% шум, немножко как бы подлечим чуть-чуть связки и этот дурацкий кашель. Я сам вижу, что прям очень многое то, о чем даже вот в формате там таких наших бесед с экспертами, там, с Костем Петровичем даже тоже ну, не обсудишь, а очень хочется. Я вижу это желание, этот запрос будет обязательно. Друзья, только-только вышел из отпуска, все наладится. И, надеюсь, как бы здоровье дыхательных путей позволит. Давайте завершим на этом вопросе, Константин Петрович. Значит, Джокер, ну, вы как автор книги Джокер, Джокер of Light, то есть Джокер света, задает вопрос. Трампу Аляска будет как ступенька для поездки на праздник в Китай в сентябре? Это будет один из... Ну, я думаю, что на самом деле он сегодня думает не про Китай, не про поездку на праздник в Китай, а он думает приблизительно про 10 октября, про поездку в Норвегию. Вот, для того, чтобы в Норвегии, в Осло ему вручили Нобелевскую премию мира. Вот он будет делать все для того, чтобы поехать в Осло. И поездка в Китай будет тоже одной из ступенек к Осло, как и Аляска. Да, ну посмотрим, как бы кто в Осло, а кто на Осле. Да. Как бы вариантов немного. Сегодня она здесь, а завтра будет в Осло, как пел Высоцкий. Константин Петрович Бондаренко был моим собеседником сегодня. Спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо и вам. До новых встреч. До свидания. Да, друзья, с Костем Петровичем встретимся через неделю. Подписывайтесь на его телеграм, на телеграм-канал Шелест, на этот канал. Половина смотрит без подписки, не понимаю почему. Давайте определяться, так сказать. Ну и самое главное, всем добра и света. Берегите себя.